Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о новой волне и вспомним, кто выступал с начала заложения первых кирпичиков и до сегодняшнего дня этого популярного международного конкурса от Казахстана. Это полезно сделать, потому что здесь мы увидим прогресс выступлений участников, певцов от Казахстана, увидим новые витки, новые направления. Уеду я в Сочи, уеду. Я уеду в Сочи. С друзьями, которым я предан. На склоне у Красной Поляны, оставив свой след. Зарождение конкурса происходило в Юрмале с 2001 по 2014 года, а с 2015 года по 2019 конкурс уже начал проводиться в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. Бессменной музой конкурса является Алла Пугачева. Она и присуждала свой собственный приз. Конкурс официально начал свою работу с 2001 года, но официальная информация об участниках конкурса начинается с 2002 года. Кто же был самым первым участником новой волны от Казахстана? Это была 22-летняя Дильназ Ахмадиева, молодая, но уже опытная певица, впечатлила зрителей своей азиатской красотой и нежным голосом с приятным тембром. Исполнив 3 песни «All by Myself», «Атамикен» и «Я разбиваю любовь», в итоге Дильназ заняла 9-е место. Кстати, победу в 2002 году одержала группа Smash, в составе которого были когда-то Сергей Лазарев и Влад Топалов. All by myself, don't wanna be by myself anymore. В 2003 году покорять Юрмалу отправился коллектив продюсерского центра Эрика Тастембекова. Группа 101 в составе 4 амбициозных парней – Ербола, Ивана, Владимира и Станислава. Группа заняла 12 место. В тот год победительницей стала Анастасия Стоцкая. Песни группы 101 знал каждый казахстанец, потому что телерадиовещательные компании, так скажем, крутили музыку этой группы повсеместно. Сердце под прицелом твоего кисела, жду я звонка из центра вселенной. В 2004 году Казахстан, как я уже сказала, не отправлял участника на конкурс. А вот в 2005 году первую награду Казахстану завоевала финалистка проекта Суперстар KZ Махпал Исабекова. Хоть и призовое место девушке не досталось, зато Махпал смогла покорить сердца зрителей, которые отдали за нее наибольшее количество голосов. Как отметил один из членов жюри, приз зрительских симпатий порой важнее, чем любое призовое место, ведь в первую очередь судьями являются слушатели. Кстати, в 2013 году Махпал вновь вернулась на сцену Дзинтари, где спела с молодым певцом Адам. Еще один финалист проекта Суперстар KZ Айкын Толюберген занял в 2006 году 7-е место. Для репертуара он выбрал известную песню «Я встретил девушку» из одноименного фильма и композицию Перси Мейфилда «Hit the Road Jack». Исполнение певца не оставило равнодушной ювелирную группу «Смоленские бриллианты», которые вручили ему специальный приз. А когда родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Наиболее успешным участием, конечно, после Адемии в конкурсе среди казахстанцев считается выступление группы Ринга в 2007 году. Им удалось занять 4-е место, завоевать приз зрительских симпатий, а также получить крупный денежный приз от Аллы Пугачевой. Следующие 2 года для Казахстана выдались менее яркими.
В 2008 году трио Chinatown Алтынай Сапаргалиева, Динара Султан и Анастасия Усова заняли лишь 13 место. Коллеги по цеху утверждали, что девушки выложились на 100%. Помешал им лишь выбранный репертуар. Тем не менее, солистки группы не расстроились и пошли каждая своим путем. Так, одна из участниц коллектива, Динара, решила доказать, что может достичь большего, и в 2010 году стала лауреатом популярного конкурса «Славянский базар». В 2009 году в Юрмалу поехал победитель 3-го сезона проекта «Суперстар KZ» Нуржан Керменбаев. Он так же, как и Chinatown, занял 15 место. Еще один яркий участник международного конкурса – это Кайрат Тунтеков. В 2010 году он принес успех Казахстану. Он занял 4-е место в «Новой волне». На тот момент за его плечами была победа 2-го сезона проекта «Суперстар KZ». Кайрат Тунтеков – обладатель необычайно высокого голоса. Он надолго запомнился членам жюри и зрителям конкурса. Музыкальные продюсеры и критики в 2010 году утверждали, что Тунтеков мог стать победителем, предполагая, что помешал ему выбор песен и волнения. В 2011 год. Большинство надеялись, что победительницы детской «Новой волны» Актоты Ажигулова и Лаура Артелбек смогут привести для Казахстана гран-при. Но вновь помешал репертуар. Как уже после выступления рассказывала представитель дуэта «Аллау» Ольга Хмыкина, по решению организаторов конкурса девочки были вынуждены изменить программу за день до выступления. Это сказалось на качестве, ведь на репетиции практически не оставалось времени. Коллектив унывать не стал, ведь солистки еще совсем молодые. Неожиданно в полуфинале 2012 года стало появление группы The Jiggets, которой до предварительного отбора в принципе не существовало. Парни, финалисты проекта «Фабрика звезд» Жолдыздар Фабрикасы, объединились практически вперед отбора. 3 харизматичных и веселых парня Равиль Исаков, Алишер Егембердиев и Батыржан Тазабеков завоевали 4-е место на «Новой волне». Я не могу без тебя, я все думаю о нас. Я не могу передать, что я чувствую сейчас. Снег заметет следы, не расскажет никому то, что с тобой были мы. В 2013 году Казахстан на «Новой волне» представил молодой и перспективный певец Адам. Его продюсированием занималась Динара Адам, которая в свое время раскрыла талант Кайрата Тунтекова. И что же вы думаете произошло? И опять удача обошла нашего конкурсанта, представителя Казахстана. Адам занял лишь 5-е место. Кстати, в этом году выиграл конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2013» в Юрмале кубинский певец Роберто Кел Торрес. Его выступления, конечно, войдут в золотую копилку наилучших выступлений «Новой волны». В 2014 году от Казахстана участвовал Алишер Каримов. Он занял не 2-е и даже не 3-е место, а 10-е. После этого решения поднялось такое негодование со стороны казахстанских продюсеров и певцов. Кто-то решал, что все на конкурсе решают деньги, кто-то, что конкурс в последнее время стал больше иметь политическую окраску, нежели творческую. Но факт остается фактом. Решение жюри неоспоримо. И все потихоньку стали свыкаться с решением конкурсного жюри. В 2015 году наконец-то Казахстан засверкал новыми красками, а вернее его участница Адеми. Мы уже говорили, что она наконец-то завоевала 2-е место, а кроме того и приз зрительских симпатий. Динара Каирова, выступающая под псевдонимом Адиме, за спиной которой был уже диплом в области международных отношений и международного туризма, участие в различных международных музыкальных фестивалях и конкурсах. To take it anymore.
В 2016 году от Казахстана выступал молодой дуэт «Сарын». В составе этого дуэта объединились Берик Бердикеев и Алтынай Тулимбетова. Берик учился на тот момент в Алма-Атинской музыкальном колледже имени Чайковского, Алтынай в Республиканском эстрадно-цирковом колледже имени Елебекова. Ребята были финалистами национального отбора конкурса Turkvision 2015. Продюсером дуэта был Данияр Отеген, который когда-то входил в ту самую группу «Ринга», которой Алла Пугачева, помимо поздравлений с 4-м местом, призом зрительских симпатий, вручила ребятам собственный приз на крупную денежную сумму. Это был далекий 2007 год. В 2017 году Казахстану досталось 6-е место. Представителем от Казахстана был Рустем Жугунусов. В первый день он исполнял песню «Дюран Дюран» «Notarius». На следующий конкурсный день композицию «Сюем Сене» группы «Найза», а в финале исполнил авторскую песню на английском языке «Freedom», за которую получил еще один приз – приз зрительских симпатий. Рустем Жугунусов прославился после участия в финале конкурса X-Factor Казахстан, и в свои 22 года он был уже лауреатом многих международных музыкальных конкурсов. Что нужно отметить, что в 2017 году был невероятный случай. Впервые за всю историю музыкального форума сразу 3 конкурсанта получили самые высокие оценки жюри, победу и призовой фонд в 6 миллионов рублей. Победу поделили между собой Сардор Милана из Узбекистана, трио Роде Рос из Молдавии и певица из Армении Эрна Мир. Кстати, нужно сказать, что техника пения Сардора Милана напоминает технику пения Димаша Кудайбергена. Но сегодня мы не будем говорить об этом. Мы, возможно, расскажем об этом в следующий раз, если вы проявите к этому интерес и отметите это в комментариях под нашим видео. В 2018 году от Казахстана выступал Мадияр Жунусов, который уже занял только 6-е место. В 2019 году по итогам полуфинала представитель Казахстана не вошел в финальный список конкурсантов. В 2020 году фестиваль «Новая волна», который должен был пройти в Казани в конце августа, был отменен из-за коронавируса. А что мы можем сказать о «Новой волне 2021»? Казахстан на международном вокальном конкурсе «Новая волна» представит группа «Меццо». Полуфинальный отбор проходил в течение нескольких дней в Москве. В нем приняли участие 80 музыкантов из разных стран. Группа «Меццо» выступила с песнями из репертуара группы «Абба», из мюзикла и своей авторской песней. «Меццо» – первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера, музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки. Группа была основана в 2012 году. Пик ее популярности пришелся на 2012 год, где коллектив получил 2-е место в конкурсе X-Factor Казахстан. Как видите, дорогие зрители, если смотреть на статистику побед и успехов, то мы заметим, что 3 раза Казахстан занимал 4-е места с группой «Ринга», Кайратом Тунтековым и группой «Джигит». 1 раз 2-е. Это была «Адеми». 2 раза это были коллективы молодых талантливых парней «Ринга» и «Джигит». В этом году также в конкурсе от Казахстана участвует музыкальный коллектив «Меццо» и опять же мужской коллектив. Мы надеемся, что в этом году многогранный талант ребят будет по достоинству оценен, и их огромное стремление победить на новой волне даст свой результат. Тем более группа представляет новый жанр для новой волны – это кроссовер. Кто, как не Димаш Кудайберген, который вошел в состав многоуважаемого жюри этого года, знает, что такое кроссовер. И именно с песнями в жанре кроссовер Димаш начал выступать и стал мега популярным во всем мире. Конечно, друзья, мы должны сказать о легендарном Мурате Насырове, песни которого, кстати, очень любит Димаш и исполняет их в любительских видео. Мурат Насыров стал победителем конкурса «Ялта-91». Его звезда на музыкальном небосклоне постсоветского пространства горела очень ярко. Мурат Насыров стал победителем не новой волны, это была прародительница новой волны – Ялта, которая переросла затем Москва-Ялта-Транзит Юрмала. Это другая история, которая отражала в себе все тяготы и перипетии того непростого времени. Это было в нашей истории, этого мы никогда не забудем. Как никогда не забудем нашего соотечественника, казахстанца Мурата Насырова с его прекрасными песнями «Мальчик хотел в Тамбов», «Я это ты», «Кто-то простит». Кто-то простит, кто-то поймет, но от меня любовь не уйдет. Я напишу образцов
Давайте пожелаем группе Мецо, которая представляет Казахстан в этом году с новым жанром кроссовер и с новыми песнями, победить на этом международном конкурсе, как когда-то это сделал незабываемый Мурат Насыров. Алга Мецо, мы, зрители, вас поддержим громкими аплодисментами и овациями. Дорогие друзья, я завершаю видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте свои лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания, до новых встреч! О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малый вместе с собой.